Под самым холодным местом на Земле спрятаны кости динозавров и корни тропического леса. И это не фантастика, ведь все это покоится глубоко подо льдом прямо сейчас. Вот на что вы сейчас смотрите. Это Антарктида. Средняя зимняя температура здесь держится около минус 60 градусов, а на станции «Восток» был зафиксирован абсолютный рекорд – минус 89,2 градуса. При этом ледяной щит местами превышает толщину в 4 километра. А теперь то, от чего у меня самого в свое время отвисла челюсть. В скалах трансантарктических гор палеонтологи находят окаменелые стволы деревьев, отпечатки листьев, древнюю пыльцу и кости настоящих хищных динозавров. А в 2020 году в научном журнале Nature вышла поразительная работа. В морском керне у берегов Антарктиды нашли корни и пыльцу леса возрастом около 90 миллионов лет. Среднегодовая температура тогда в этой точке, прямо рядом с Южным полюсом, была около плюс 12 градусов. Задержитесь на этой цифре – плюс 12. Там, где сегодня минус 89. Вот в чем дело. Мы все выросли с мыслью, что Антарктида – это изначальный лед планеты, и что он был здесь всегда. На самом деле, это одно из самых больших заблуждений о нашей планете, какие только существуют. Все дело в том, что по геологическим меркам ледяная Антарктида – это сущий новичок. Ведь большую часть своей истории этот материк был зеленым, живым, а местами даже по-настоящему жарким. А теперь вопрос, на который у вас, скорее всего, сейчас нет ответа. Если материк был зеленым сотни миллионов лет, то что должно было произойти, чтобы он замерз буквально за геологическое мгновение? И почему одни и те же ученые, которые это доказали, говорят, что мы способны запустить этот процесс в обратную сторону? Не буду спойлерить, но обещаю, к концу этого видео вы будете смотреть на белое пятно внизу глобуса совершенно другими глазами. А одна находка из антарктических скал, о которой я расскажу ближе к финалу, вообще заставила переписать учебники. И если вы из тех, кто в детстве думал, что динозавры и мамонты паслись рядом, или что Антарктида всегда была ледяной, вы точно по адресу. Подпишитесь и поставьте лайк, ведь это реально помогает такому видео найти своего зрителя. Поехали! Сразу разберемся с главным заблуждением, иначе дальше просто не будет смысла. Большинство людей представляет историю Земли примерно так. Планета образовалась, остыла, полюса замерзли, и с тех пор там всегда лежит лед. Звучит логично, не так ли? Логично, но абсолютно неправильно. Вот чего почти никто не понимает. Постоянные ледяные шапки на полюсах – это для нашей планеты скорее аномалия, а не норма. Если взять всю историю Земли, то в состоянии с холодными замерзшими полюсами она провела меньшую часть времени. Большую часть своей жизни это была теплая парниковая планета от полюса до полюса. А теперь настоящий удар по шаблону. Вы прямо сейчас живете в ледниковом периоде. Да, вы прямо сегодня. Наличие постоянных ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде по геологическому определению означает, что мы находимся в ледниковой эре. Она началась около 34 миллионов лет назад, как раз с того самого оледенения Антарктиды. Сейчас вы наверняка подумаете: стоп, а как же мамонты и ледниковый период из мультика? Так вот, тот самый ледниковый период с мамонтами – это лишь один холодный пик, небольшая ледниковая стадия внутри огромной ледниковой эры, в которой мы находимся до сих пор. Мамонты жили в короткое похолодание внутри большой мерзлоты, которая никуда не делась. Подведем итог. Антарктида замерзла не потому, что так было всегда. Она замерзла потому, что около 34 миллионов лет назад совпали два глобальных фактора. Мы к ним обязательно вернемся, и они вас удивят. А до этого сотни миллионов лет это был живой континент, чьи доказательства навсегда вмерзли в его скалы. Прежде чем нырять в конкретику, давайте договоримся о масштабе, потому что фразу «миллионы лет» наш мозг просто не способен переварить. Давайте сожмем всю историю Земли, а это 4 миллиарда 540 миллионов лет, в один стандартный календарный год. 1 января – это рождение планеты. 31 декабря полночь – это вот эта самая секунда, прямо сейчас. В таком календаре первые микробы появляются только в конце февраля или начале марта.
Сложная многоклеточная жизнь возникает лишь в середине ноября. Динозавры выходят на сцену примерно 13 декабря, а вымирают уже 26-го. Первые люди появляются только вечером 31 декабря, а вся письменная история человечества укладывается в последние несколько секунд перед боем курантов. Вдумайтесь, если сжать 4,5 миллиарда лет в год, то все, что вы знаете из школьного учебника истории – Египет, Рим, империи, войны и интернет – это меньше последней секунды года, и все. Теперь запомните ключевое для нашей истории. Леса в Антарктиде росли в разные эпохи. И в Пермском периоде от 299 до 252 миллионов лет назад. И в эпоху динозавров, то есть в Юре и Мелу. А лед пришел туда лишь около 34 миллионов лет назад. Хотите услышать максимально нелогичное утверждение? Антарктида не всегда была на Южном полюсе. И даже когда она оказалась рядом с ним, там не было никакого льда. Материки постоянно движутся, и эта тектоника плит является фундаментом всей геологии. Плиты ползут со скоростью в несколько сантиметров в год. Это примерно та же скорость, с которой растут ваши ногти. Кажется, что это сущая ерунда, но за десятки миллионов лет эти сантиметры складываются в тысячи километров. Долгое время Антарктида была частью гигантского суперконтинента Гондвана. В него входили нынешняя Южная Америка, Африка, Индия, Австралия и сама Антарктида. И все это было единым неразрывным массивом. А еще раньше Гондвана входила в состав еще большего суперконтинента, известного как Пангея. И вот ключевая деталь. Именно потому, что Антарктида была намертво спаяна с другими материками, у нас есть железное доказательство их движения. В пермских слоях Антарктиды, Индии, Африки, Южной Америки и Австралии ученые находят один и тот же семенной папоротник, который называется глоссоптерис. Его широкие листья лежат на всех этих ныне разделенных океанами континентах. А теперь фокус. Семена этого растения были слишком тяжелыми, чтобы перелетать через океаны. Так как же одно и то же растение оказалось на 5 континентах сразу? Ответ только один. Когда-то эти континенты были соединены. Именно это стало одной из главных улик, которые еще в начале 20 века привели ученого Альфреда Вегенера к идее дрейфа материков. Мало того, в тех же самых слоях находят кости древней рептилии листрозавра. Одно и то же животное находят и в Антарктиде, и в Африке, и в Индии. Через огромный океан оно пешком точно не ходило. Усвойте это. Антарктида – это не изолированная ледышка на краю мира. Долгое время это был оживленный перекресток, центральный кусок пазла, соединявший половину суши нашей планеты, сквозь который жизнь текла абсолютно свободно. Вернемся к древним лесам глоссоптериса. В пермском периоде огромные площади приполярной Гондваны были густо покрыты лесами из этих растений. И вот что действительно странно. Эти деревья росли на высоких широтах, то есть там, где полгода почти нет солнца и царит полярная ночь. Как же это возможно? Ответ кроется в годичных кольцах окаменелой древесины, которые показывают, что деревья бешено росли в короткий теплый сезон и почти отключались в долгий темный период. Эти контрастные кольца – прямое свидетельство сезонного, полярного, но совершенно не ледяного климата. Там было холодно зимой, но не настолько, чтобы намерз ледяной щит, и достаточно тепло летом для процветания настоящего леса. А теперь о самом страшном событии за всю историю жизни на Земле. Забудьте про астероид, убивший динозавров, ведь это было далеко не самое страшное вымирание. Самое жуткое событие произошло на 186 миллионов лет раньше, и оно едва не стерло жизнь с лица планеты вообще. Около 252 миллионов лет назад на границе Перми и Триаса случилось пермско-триасовое вымирание, которое ученые называют просто «Великое вымирание». По оценкам исследователей, тогда исчезло около 81% морских видов и огромная доля наземных. Это самое масштабное вымирание из всех известных науке, когда жизнь буквально балансировала на тонкой грани. Главной причиной этого кошмара сегодня считаются колоссальные извержения на территории нынешней Сибири, так называемые сибирские траппы. Они выбросили в атмосферу гигантский объем углекислого газа, вызвав резкое глобальное потепление, закисление океанов и критическое падение кислорода в воде.
В итоге роскошные леса по всей Гондване, включая Антарктиду, просто исчезли. В горных породах это выглядит как резкий обрыв, как будто кто-то дернул рубильник и выключил жизнь. Буду с вами честен, точная последовательность и механизмы великого вымирания до сих пор активно исследуются, и ученые спорят о деталях и скорости этих событий. Но общая картина, где сибирские траппы выступают как главный спусковой крючок, на сегодняшний день является наиболее доказанной. После Великого вымирания жизнь все-таки восстановилась, и наступила мезозойская эра – эра динозавров. И вот тут людей обычно накрывает сильнее всего. Ответьте на прямой вопрос. Сколько видов динозавров, по-вашему, было найдено в Антарктиде? Вы думаете 0? А вот и нет. В Антарктиде находили настоящих динозавров, и далеко не одного. В горах трансантарктического хребта в отложениях возрастом около 190 миллионов лет нашли динозавра, которого назвали криолофозавр, что переводится как «ящер с холодным гребнем». Это был крупный хищный динозавр длиной около 6-7 метров с очень характерным гребнем на голове. Но здесь есть важнейшая деталь. Криолофозавр жил в ранней Юре, и климат там тогда был теплым. Вокруг шумели леса, текли реки и бурлила богатая жизнь. Холодным его назвали исключительно из-за места находки, а не потому, что он бродил по льдам. В его время льдов там не было вовсе. Позже ученые находили и других ящеров. В меловых отложениях острова Джеймс-Росс были обнаружены и растительноядные динозавры, и следы разнообразной древней фауны. Сейчас вы наверняка подумаете, раз их было так много, то почему там нет кладбищ динозавров, как в Монголии или Соединенных Штатах? Ответ до слез обидный для палеонтологов. 98% поверхности Антарктиды намертво скрыто подо льдом. Кости доступны лишь в редких местах, высоко в горах и на прибрежных островах, куда добраться невероятно тяжело. Мы изучаем целый континент фактически через парочку узких замочных скважин. И то, что уже удалось найти, буквально кричит: под этим панцирем лежит одна из величайших неисследованных палеонтологических летописей планеты. Вполне возможно, что крупнейшее кладбище динозавров на Земле до сих пор не вскрыто, просто потому, что оно погребено под 4 километрами сплошного льда. Давайте немного задержимся на эпохе Мезозоя, ведь это главный ключ к пониманию зеленой Антарктиды. В эпоху динозавров Земля была заметно теплее нынешней. Постоянных полярных шапок не существовало вообще, углекислого газа в атмосфере было гораздо больше, чем сейчас, а океаны стояли выше. При этом климат был гораздо ровнее. Разница температур между экватором и полюсами была значительно меньше, чем мы привыкли видеть сегодня. Что это значило для Антарктиды? Несмотря на то, что она уже дрейфовала в высоких широтах, климат там оставался мягким, влажным и лесистым. Растительные окаменелости и пыльца из тех времен показывают нам густые и богатые леса. Конечно, полярная ночь никуда не делась, и животным приходилось выживать в долгие месяцы темноты, но убийственных ледяных морозов там просто не было. И вот чего большинство людей не понимает про динозавров. Они жили не в каком-то одном застывшем доисторическом климате. Эпоха динозавров длилась около 186 миллионов лет, а это в разы дольше, чем вообще существуют приматы. За это огромное время менялись материки, менялся климат и растительность. Динозавры прекрасно осваивали высокие широты обоих полушарий, поэтому их находят и на Аляске, и в Австралии, и в Антарктиде. И раз уж мы заговорили про динозавров, вот вам старый миф, в который многие до сих пор верят. Десятилетиями их рисовали медлительными, хладнокровными и тупыми рептилиями, которые тяжело волочат хвост по земле. Сегодня научный консенсус прямо противоположен. Многие динозавры были невероятно активными, обладали высоким обменом веществ, а свой хвост держали высоко на весу для баланса. И самое дикое – динозавры не вымерли полностью. Современные птицы – это и есть живые динозавры, прямые потомки тероподов. Это не красивая метафора, а доказанный научный факт. Так что динозавр, вполне возможно, прямо сейчас сидит у вас за окном и клюет крошки. А теперь то, чего все так ждут – падение астероида. Около 66 миллионов лет назад
произошло вымирание, которое навсегда покончило с нептичьими динозаврами. Причина, по современным данным, это удар гигантского астероида диаметром около 10 километров, который оставил колоссальный кратер Чикшулуп на территории нынешней Мексики. Доказательств этому масса, от самого кратера до глобального слоя иридия по всей планете и следов чудовищного удара. А теперь цифра, от которой становится не по себе. Энергия этого удара оценивается в эквиваленте миллиардов атомных бомб. Астероид вошел в атмосферу со скоростью в десятки километров в секунду, преодолев всю толщу воздуха буквально за пару мгновений. Выброс раскаленной породы, глобальные пожары, исполинские цунами, а затем то, что добило большинство видов. Пыль и аэрозоли закрыли Солнце на многие месяцы. Процесс фотосинтеза рухнул, а пищевые цепи обвалились сверху донизу. Здесь есть важное уточнение. Сегодня многие ученые считают, что астероид был главным решающим ударом, но экосистемы планеты уже испытывали тяжелейший стресс из-за масштабного вулканизма в Индии. Это активная область научных споров, но именно астероид остается доказанным и подтвержденным спусковым крючком катастрофы. А что же Антарктида? Удивительно, но жизнь там продолжилась. Пришла новая эра, и в период от 56 до 34 миллионов лет назад Антарктида пережила свой последний расцвет теплого климата. На острове Сеймур и других участках исследователи нашли окаменелости богатой, влажной, а местами даже субтропической растительности. Там росли теплолюбивые папоротники, хвойные деревья и южные буки, а в лесах обитала разнообразная фауна. То есть даже спустя 10 миллионов лет после гибели динозавров Антарктида все еще оставалась зеленой. Вблизи Южного полюса продолжали шуметь леса, а потом все навсегда изменилось. Вот мы и подошли к главному вопросу. Что превратило зеленый лесистый континент в ледяную мертвую пустыню? Я отвечу так, что вы удивитесь. Скорее всего, дело вовсе не в том, что Антарктида уехала слишком далеко на юг. Она уже находилась у полюса задолго до того, как покрылась льдом. Сработали два мощных взаимосвязанных фактора, и переломный момент наступил около 34 миллионов лет назад. Первый фактор – тектонический. Антарктида, окончательно отделяясь от других осколков Гондваны, оказалась окружена океаном со всех сторон. Открылись два ключевых морских прохода – пролив Дрейка и Тасманийский проход. Как только это произошло, вокруг континента смогло сформироваться антарктическое циркумполярное течение – гигантское кольцевое течение, которое движется вокруг материка, нигде не встречая суши. Что оно сделало? Оно сработало как идеальная термоизоляция. Течение отгородило Антарктиду от теплых вод севера, навечно замкнув холод вокруг материка. Континент просто попал в гигантскую холодную ловушку. Второй фактор – это глобальное падение уровня углекислого газа. На протяжении миллионов лет его концентрация в атмосфере плавно снижалась, что вело к общему похолоданию всей планеты. И именно на этом фоне, усиленном тектонической изоляцией, ледники резко пошли в рост. И вот около 34 миллионов лет назад случился резкий переход. Появился первый крупный постоянный ледяной щит Восточной Антарктиды. Древние леса начали отступать, а затем исчезли навсегда. Континент ушел под толщу льда. Именно с этого момента наша планета и вошла в текущую ледниковую эру, ту самую, в которой мы с вами живем до сих пор. А теперь то, о чем я намекал в самом начале. То, что реально ломает привычную картину мира. Под ледяным щитом Антарктиды скрыт целый мир, о котором мы узнали только благодаря радиолокации и глубокому бурению. Первое. Подо льдом скрываются сотни озер жидкой воды. Не льда, а именно жидкой воды. Самое известное из них – озеро Восток. Оно погребено под толщей льда почти в 4 километра и изолировано от атмосферы миллионы лет. Такие озера сейчас исследуют в поисках древней микробной жизни, и это делает Антарктиду идеальным полигоном для понимания того, как жизнь может выживать в самых экстремальных условиях. По сути, изучая Антарктиду, мы репетируем поиск внеземной жизни на спутниках Юпитера и Сатурна. Второе, и это одно из самых поразительных открытий последних лет. В 2020 году в журнале Nature вышла работа о потрясающей находке у берегов Западной Антарктиды. В Донном Керне,
ученые обнаружили прекрасно сохранившиеся корни, пыльцу и споры лесной растительности возрастом около 90 миллионов лет. Анализ показал, что тогда в этом приполярном регионе рос настоящий теплый, влажный тропический лес, а среднегодовая температура была порядка плюс 12 градусов Цельсия. Вдумайтесь в это еще раз. Место прямо рядом с Южным полюсом, которое сейчас погребено под километрами льда, 90 миллионов лет назад было покрыто густым лесом с болотами и огромной корневой системой. И это не фантазия энтузиастов. Это строгие данные из осадочного керна, опубликованные в одном из ведущих научных журналов мира. Именно эта находка заставила ученых пересмотреть свои представления о том, насколько теплым мог быть полюс в эпоху динозавров. Вот что на самом деле скрывает лед. Не ледяную пустоту, а бережную память о совершенно другой планете. Кто-то обязательно спросит: ну ладно, зеленая Антарктида, теплые эпохи — это все очень интересно, но нам-то что с этого? А связь здесь самая прямая. История Антарктиды — это гигантский природный архив климата Земли. Изучая, как и почему замерзал этот континент, как менялся уровень углекислого газа и как реагировали ледники, ученые калибруют наше понимание всей климатической системы планеты. Ледяные керны Антарктиды хранят в себе микроскопические пузырьки настоящего древнего воздуха. Вы буквально можете подержать в руках атмосферу, которой дышали на Земле сотни тысяч лет назад. И вот очень отрезвляющий момент. Ледяной щит Антарктиды содержит в себе около 60% всей пресной воды нашей планеты. Если бы он растаял целиком, глобальный уровень Мирового океана поднялся бы примерно на 58 метров. Понятно, что это не прогноз на завтра, и полное таяние заняло бы огромное время. Но сама эта цифра показывает масштаб. Судьба всего одного континента напрямую связана с тем, где будет проходить береговая линия для миллиардов людей. И геологическая история дает нам здесь предельно ясный урок. Мы с вами увидели, что Антарктида замерзла на фоне долгого снижения углекислого газа. Мы увидели, что в теплые эпохи прошлого, когда этот газ был высоким, полярных льдов не было вовсе, а на месте нынешнего белого щита шумели зеленые леса. То есть связь между углекислым газом и климатом – это не какая-то абстрактная теория из вечерних новостей. Это прямой вывод, который читается по горным породам на протяжении десятков миллионов лет. Вот чего большинство людей просто не осознает. Земля уже проделывала весь этот путь от теплой безледной планеты до планеты с полярными шапками. И мы можем прочитать эту историю по камням, как открытую книгу. Антарктида — это не вечный лед. Это конкретный результат конкретных физических процессов. А то, что было создано процессами же может быть и разрушено. Я не хочу превращать это видео в скучную лекцию о климате. Я хочу, чтобы вы почувствовали только одну вещь. Планета, на которой мы живем, менялась радикально и не раз. Континенты, которые кажутся нам вечными декорациями, это просто кадры очень медленного фильма. И Антарктида – один из самых наглядных примеров того, насколько все когда-то было иначе. А теперь последний вопрос, ради которого стоило досмотреть это видео до конца. Если под 4 километрами льда, изучив меньше 2% поверхности континента, мы уже нашли корни тропиков и кости хищных динозавров, как вы думаете, что еще там спрятано? Мы буквально стоим на крышке самого большого нераскрытого архива в истории палеонтологии, и мы к нему почти не притронулись.